Всем привет из солнечного Ванкувера, зеленого города небоскребов, горных вершин и вкусной японской еды. Сегодня я вам расскажу, что посмотреть в Ванкувере, если вы приехали в гости. Конечно же, вы слышали про Стэнли Парк, одну из главных достопримечательностей Ванкувера. Большой, зеленый, интересный. И только про один этот парк, на самом деле, можно снять целый сюжет на YouTube. Поэтому сегодня мы с вами пробежимся по моим самым любимым местам. Ну, как пробежимся, проедем на машине. Чтобы обойти Стэнли Парк по кругу пешком, понадобится несколько часов. Коллекцию тотемных столбов в Стэнли-парке город стал собирать еще в 1920 году. Они закупали их у коренных народов с островов Алерт-Бэй и Хайда-Гвайи и планировали построить на этом месте гигантскую деревню индейцев. К сожалению, деревню не построили, но столбы остались. Недалеко от тотемов находится маяк Броктон-Пойнт. Ему уже больше 100 лет. Сюда идите за видом на горы и выставкой спортивных автомобилей. Они здесь частенько тусуются. Это смотровая Проспект Пойнт. С нее открывается просто потрясающий вид на мост Лайнс Гейт. Интересный факт, что его построило семейство Гиннес, те самые, которые варят пиво. Они соединили одну часть Ванкувера с Вест-Ванкувером, где у них было производство. И спустя время они просто подарили этот мост городу. Очень советую дойти до скалы Сиваш. Отличное место для фото и повод прогуляться по береговой дамбе Сивол. Она, кстати, считается самой длинной непрерывной набережной в мире. Если удастся найти свободное место, передохните на третьем пляже и помочите ножки в изобилии. Из Стэнли Парка мы с вами плавно перемещаемся в потрясающий, великолепный даунтаун Ванкувера. Кол-Харбор – один из самых дорогих районов Ванкувера. Роскошные пентхаусы, яхты, изысканные рестораны, терминал гидросамолетов, котел Олимпийских игр и выставочный центр Джекпул Плаза с живыми пчелами на крыше. Рядом Canada Place – здание в форме гигантского парусника и по совместительству стоянка круизных лайнеров. До пандемии сюда приставало до 270 судов в год. Пожалуй, самое красивое здание Ванкувера – это Marine Building. Обещаю, вы его узнаете сразу. Обязательно загляните внутрь, послушайте историю дома в телефонной будке и поднимитесь на лифте на второй этаж к резному потолку. Двухэтажное здание Marine Building на протяжении 9 лет было самым высоким зданием Ванкувера. Построили его в 1930 году, всего лишь за 2 года, и обошелся он в 2 раза выше первоначальной сметы. Поэтому ничего удивительного, что во время депрессии владелец обанкротился и продал это замечательное здание за гроши. Другое популярное место даунтауна – это художественная галерея Ванкувера. Ее коллекция в основном состоит из канадских художников, но также довольно часто выставляются мировые звезды. Каждый вторник с 5 до 8 вечера вход в галерею осуществляется по пожертвованиям, то есть от 5 канадских долларов вместо обычной стоимости билетов.
это я отплясываю на Гренвилл-Айленде, нашей следующей примечательной достопримечательности. Полвека назад здесь была настоящая промышленная пустыня. Сегодня яркое и креативное пространство с концертными залами, мастерскими художников. Если вы ищете необычные дизайнерские сувениры, вам определенно сюда. А сейчас я вам покажу самый классный магазин сувениров и подарков на Гранвилл-острове. Называется он Make. Пойдемте. В этом магазине можно заказать себе толстовку с кастомным рисунком, с кастомным узором из Ванкувера. Мое любимое место на Гренвилл-Айленде, конечно же, рынок, где продают свежайшие продукты, фермерские деликатесы и вкуснейшую еду. Очень рекомендую pot-pie с лососем. Pot-pie – это такой суп со сливками, с картошечкой, там внутри еще лосось, и вот это сверху корочка из теста слоеного, ее нужно туда внутрь разбивать и вместе с ней есть. Он внутри такой густой, наваристый. И очень вкусный. А еще, знаете, мало ли, но вдруг вам понадобится новая метла, бутафорская скрипка, свежевыкованный гвоздь или, например, стеклянный шар. Все это есть на Гренвилле в лучшем виде. Еще бонусом идет небольшой цементный завод, плавучие дома и трюкачи. В Ванкувере есть район, куда редко доезжают туристы, называется он Маунт Плезант, с английского «гора удовольствий». И с этого холмика открываются потрясающие панорамы на даунтаун. Можно погулять по улицам хорошо сохранившихся домов 19 века. И, кстати, мэрия Ванкувера тоже здесь. Моя главная радость на горе удовольствий – это великолепные кофейные ростери, которые здесь в буквальном смысле на каждом углу. И, пожалуй, самое главное, ради чего стоит приехать в Маунт Плезант – это муралы. Каждое лето в Маунт Плезант проводят фестиваль муралов, и за 5 лет художники по всему городу нарисовали более 250 картин. Так что обязательно скачайте карту с официального сайта. А мы с вами в Гастауне, одном из самых старых и исторически важных районов Ванкувера. Здесь все началось еще до того, как Ванкувер стал городом, и йоркширский моряк Джек по прозвищу Гаси Болтун открыл свой первый пивной салон. Вскоре за ним потянулись другие предприниматели, и очень быстро это место они превратили в крупный торговый центр, и называли они его Гастауном в честь Джека. Кстати, вот здесь есть его статуя. Да простит меня скульптор этого памятника, но в Гастауне есть более высокохудожественный арт-объект – паровые часы. Да-да, с белым парящим дымом, музыкальным сопровождением каждые 15 минут, крутящимися механизмами и толпой девак. Как вы думаете, часы все-таки паровые? Давайте ваш ответ в комментариях. Гастан невероятно колоритный. Во-первых, из-за своей архитектуры. Больше ни на одной другой улице Ванкувера вы не найдете так много старых кирпичных зданий. И, во-вторых, это, конечно же, из-за его публики. Кого здесь только вы не встретите. Бизнесменов, туристов, творческих личностей и маргиналов, у которых на параллельной улице, можно сказать, свое гетто. Поэтому в темное время суток исследовать окрестности Гастауна я вам не советую. Но в обычное время днем здесь очень классно, с кучей ресторанов, кучей развлечений. В общем, приходите.
заканчиваем нашу прогулку по Ванкуверу. Еще больше классных мест покажу в следующей части, поэтому подписывайтесь на канал. Всем отличного дня!